Здравствуйте, дорогие рукодельницы, гости и подписчики моего канала. Это короткое, но очень полезное видео, думаю, пригодится всем. В этом видео я покажу, как сделать наборный ряд столбиков крючком вот с таким красивым переплетением нитей. Этот наборный ряд красиво смотрится и с лицевой стороны, и с изнанки. Он такой более утолщенный, хорошо держит форму. Ну и смотрите, конечно же, очень красиво, декоративно смотрится. Будет актуально таким способом набирать столбики, допустим, в начале вязания горловины, если вы вяжете кофточку сверху вниз, допустим, если вы вяжете рукав, то по краю рукава тоже будет красиво смотреться, по низу кофточки тоже будет шикарно смотреться. Здесь я специально выделила этот наборный ряд другим цветом, но если даже будет полотно совпадать, то есть дальше вы будете вязать тем же цветом, то все равно край будет красиво, аккуратно смотреться. Вот для сравнения здесь я выполняла обычные воздушные петли воздушных петель, далее провязывала ряды столбиками с одним накидом. И посмотрите, край получается тонкий, и он немножко подкручивается вверх, то есть он не держит форму. Вот такой край смотрится более аккуратно. Приступаю к вязанию и буду сейчас подробно показывать, как набирать столбики. Я использую для набора столбиков вот такой вот полиэфирный шнур толщиной 2 мм, но для такого способа набора столбиков подойдет любая пряжа и любая нить. Подбирайте крючок, соответственно, толщине вашей пряжи. И так, вначале делаем, как обычно, начальную петлю на крючок. И смотрите, начинаем набирать первую петлю. И мы подхватываем пальчиком рабочую нить, немножко оттягивая ее вниз. Чуть выше захватываем рабочую петлю и провязываем вот начальную петлю. Здесь у нас как бы осталась вот петля при провязывании петли с крючка. Далее мы подхватываем эту петлю и немножко как бы вытягиваем. Здесь, кстати, при наборе вот, провязывании первой петли желательно оставлять небольшую петлю при провязывании, вот, чтобы сильно вот это начало вязания не растягивалось. То есть оставляйте вот буквально, чтобы петля была вытянута на 5 миллиметров. Далее, смотрите, у нас 2 петли на крючке. Вновь повторяем те же действия. Указательным и большим пальчиком подхватываем рабочую нить, делаем накид на крючок, и здесь вот немножко захватываем нить и оставляем петлю. Провязываем 2 петли с крючка. Здесь на крючке тоже вытягиваем свободную нить. Вот здесь осталась петелька, накидываем ее на крючок. Повторяем это действие. Здесь уже побольше мы петельку оставляем, так вот посвободней. Подхватываем крючок, рабочую петлю и провязываем 2 петли с крючка. Вот здесь свободная петля должна быть. Накидываем вот эту петлю на крючок, 2 петли на крючке. Повторяем, подхватываем рабочую нить пальчиками, накидываем рабочую нить на крючок и провязываем 2 петли с крючка. Накидываем вот эту вот захваченную петлю на крючок, 2 петли на крючке и повторяем. Здесь немножко нужно натренироваться, чтобы у вас петли выходили ровные, то есть здесь нужно захватывать петли вот примерно одинаковой длины, чтобы у вас и петли провязывались тоже ровные. И здесь в начале набора столбиков, набора петель тоже выходило ровное вязание. Итак, мы набираем нужное количество столбиков. Получается вот такой шнурок, но он, конечно, отличается здесь на лицевой стороне, такое ровное плетение, а здесь немножко как бы другое плетение по изнанке. И сейчас я наберу больше петель, такую длинную цепочку, и покажу вам, как провязывать далее первый ряд. Итак, вот такая вот цепочка столбиков у меня получилась. Смотрите, она немножко растягивается, вот так вот пружинит. Можно немножко ее вот так вот растянуть, чтобы у вас петли выровнялись. Но самое главное для вязания ровной цепочки — это натренироваться и здесь вытягивать одинаковые петли. И тогда у вас вот это переплетение петель в цепочке будет одинаковое. После того, как вы набрали необходимое количество петель, смотрите, мы последние 2 петли просто провязываем вместе
И поворачиваем вот этот наборный ряд как наизнанку. Получается, первый ряд мы вяжем как изнаночный ряд. Вместо первого столбика с одним накидом делаю одну воздушную петлю и ввожу крючок, вот смотрите, за ближнюю полупетельку. Вот здесь вот у нас сверху идет вот как вершины столбиков 2 полупетли. Мы будем вводить крючок вот за ближнюю первую полупетлю, только за одну. Здесь я провязываю столбик без накида. Ввожу крючок далее только в одну ниточку, еще один столбик без накида. Это вместо первого начального столбика. Я так вяжу кромочный столбик. И далее ввожу крючок только вот за первую полупетлю и провязываю столбики с одним накидом из каждой петли. Или вы можете вязать любые другие столбики по вашему узору только из первой полупетли. И тогда у вас здесь на изнанке внизу вот остаются переплетенные петли, косичка петель. И здесь на обратной стороне тоже остается переплетенные петли, как косичка петель. И продолжаю вязать. Вот, и получается вот такое красивое начало вязания. Здесь при вязании другим цветом более выражена вот эта вот красивая косичка наборного ряда. Дорогие друзья, если вам понравился этот мастер-класс, не забудьте поставить лайк, подписывайтесь на мой канал. Буду знакомить вас с еще очень интересными техниками вязания крючком и спицами.